винтов народ трудовой, народ боевой, готовый на горе, готовый на муки, готовый на смертный бой. Хорошие ребята, жизнь по-своему переделают, людьми станут настоящими, настоящими людьми. Это трудно даже представить себе. Он же был героем для черных в Америке в 20-х, 30-х, 40-х годах. В эти годы Поль Робсон был и Майкл Джордан, и Майкл Тайсон, и Мартин Лютер Кинг, и Ду Бойс. И, значит, он знал все эти языки, он великий актер на сцене, в театре, на фильмах, кажется, 10-11 фильмов. Потом самый знаменитый и популярный певец в мире, может быть, лет 15, не только в Америке, но везде. И очень писал статьи насчет культуры и многие другие вещи, интеллигент. Подружился с Эйнштейном, подружился с Джордж Бернард Шоу, близкий друг Неру. Его травили. Можно сказать, что у нас Робсон был, как у вас Сахаров. Травили, старались вычеркивать, так сказать, из истории. Потому что он говорил, что в эти дни, в 40-х годах, у черных американцев гражданские права полные не были. А он сказал, всем нужно гражданские права. И если система не может давать всем, не только мне, как знаменитый черный человек, тогда система плохая. Целая система плохая, если это не может сделать. He don't plant potatoes, he don't plant cotton. Them that plants them, he soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that box, lift that bale, you get a little drunk and your land's in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared of dying. But old man River, he just keeps rolling along. В 20-30-х годах он нашел, что музыка, еврейская музыка, старинная еврейская музыка, есть сходство с старинными негритянскими песнями, with the spirituals. И что черный священник, как Мартин Лютер Кинг, музыка его речи, как Мартин Лютер Кинг, как другие знаменитые священники. Есть сходство между музыкой этой речи и речи кантора, the Hebrew cantor. Поэтому он пел
Hasidic chant, например. Он пел еврейские старинные песни. Даже рядом с негритянскими spirituals. И люди сказали: о, изумительно, значит, сходство есть. Значит, пел еврейские песни черным и черные песни евреям. Так что через музыку, через культуру он глубоко уверен был, что через культуру можно объединить весь людской род, так сказать, все человечество. I dreamed I saw Joe here last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. I dreamed I saw Joe here last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. I never died, says Еврейская культура и черная культура несколько разная, конечно. Ну вот встречается черный с евреем в Нью-Йорке, так? И в 1943 году в Гарлеме был, так сказать, стык между евреями, у которых бизнесы были среди черных, и черные, которые работали, или очень плохой стык, и несколько лет, конечно, напряжение было. Ну вот, встречается черный и еврей. Еврей говорит: почему ты нас не любишь? Не любишь. Черный. А черный говорит: любим, не любим, мы как раз посередине. Мы не любим, но не любим. Мы live and let live. Да? Еврей говорит: вы ненавидите нас, ты ненавидишь нас, антисемит. У меня самый близкий друг черный. Черный говорит: ты не только расист, но врешь. Он мне рассказывал об этом, когда приехал обратно. И в эти дни он сказал мне: никому не говори об этом, это только между нами. И потому что если это, значит, общественно дискуссировались, так сказать, тогда убили бы его. Он встречался в Париже с Фадеевым и просил его. Я давно не слышал от моих еврейских товарищей в Советском Союзе именно Соломон Михоэлс и Ицик Фефер, которых я встретил несколько лет тому назад во время войны и потом после войны опять. Ну, Фадеев сказал: с ним все идет отлично, конечно, устроим. Встретитесь с ним, все в порядке. Ну, хорошо. Поехал, приезжает. И, конечно, приняли его как героя. Хорошо. Ну. И он сам догадался, читает газеты. Там большая кампания против космополитов. Ну,
что делать? Он же почетный гость, пошел к своим, те, которые его пригласили, и сказал: я хочу встречаться с Соломон Михоэлс и Фефером. И настаивал на том. Ну, очень жалеем, Соломон Михоэлс скончался, припадок сердца в Минске. Он где-то на vacation в Ленинграде, не знаем. Я хочу повидаться с Ицек Фефером. Ну, когда поедете в Сталинград, в Герой город, когда вы приедете обратно, устроим с Фефером встречу. Приезжает обратно после Сталинграда, где Фефер, он, значит, сел, сказал: я встречу с Фефером до отъезда. И все. Когда отец так говорит, он спокойно это сказал. Ну, у них тогда проблема была, что делать? Выходит, что Фефер сидел в Лубянке. Значит, взяли его из Лубянки и привезли в гостиницу, где отец жил, и пустили. Убежать некуда. Отец выходит, Ицек. А Ицек обнимает его и одновременно так, значит, подслушивает. А отец, умный человек, он разговаривает, говорит, что все хорошо, значит, что... И руками, так сказать, сказал Феферу, что он понял все. Ну, они 1,5 часа сидели, сказал отец, и разговаривали, как дела. Ну, я пишу мемуары о войне, так, как семья, а руками разговаривали на другом уровне, так? И писали маленькие записки. Отец сказал, в один момент он написал: Михоэлс. Что? А Фефер говорит о чем-то совсем другом и пишет: убит от указа Сталина. Вот. Потом, через 1,5 часа, что ли, уже пора Феферу уйти. А отец пишет: что с тобой? Что будет? А Фефер, кончил мемуары, говорил весело, и вот так делает. Значит, убил. И его, и друзья. Ну, конечно, обнялись, оба плачут и разошлись.
следующий день придется отцу выступать в Чайковском зале. Ну что делать? Кричать на улице – это безумно. Потом большой шум, сразу убьют Пфеффера и других. Но он подумал, значит, разорвал куски, сжег в пепельнице и в уборную и решил, что делать. Спел концерт. Весь концерт кончил с Миссисипи и объяснил слова. Это значит must keep fighting till I'm dying. Должен сражаться до смерти за мир и свободу. Спел Миссисипи. Все думают, это конец. Анкор, да? Он вот так. Тише, пожалуйста. Хочу один анкор спеть. Только один. Нужно объяснить, какая это песня. Это песня еврейских партизанов Варшавского гетто, который я выучил, стоя на камне остатки от гетто в Варшаве несколько недель тому назад. И это пели еврейские партизаны, когда сражались до смерти против фашистских захватчиков. До смерти. И нужно эту песню петь по-еврейски. Так что я объясню песню по-русски, а потом буду петь по-еврейски. Но мне нужно сказать, что я встретил моего любимого друга Ицек Пфеффера только вчера. Он жив-здоров, пишет мемуары, и там сидят люди, не знают, жив или нет Пфеффер. И евреи, и большие, так сказать, номенклатура партии сидит тоже. И тоже хотел сказать, что тесные связи между еврейской культурой СССР и США продолжаются. Традиции Шалом Алейхима и так далее. Ну, тогда перевел последний верс. Never say, я это по-английски сделал, по-русски трудно. Never say that you have reached the very end, when leaden skies a bitter future may portend. For sure the hour for which we yearn will yet arrive, our marching steps will thunder, we survive. Но там сидели и партийные, и евреи. А это было как раз время Ленинградского дела. Это вы сами знаете, что это было. Расстреливали коммунистов в Ленинграде и в Москве. Так что почти каждый, в кавычках, большой человек там сидя, или потерял кого-то из семьи, или друга, или, значит, и все сидели, не знали, что делать. И тишина была. Он еще не начал петь. Ну а кто-то встал и вот так. И робко, но все-таки, один, и тишина. Спел песню. Невероятно. Нужно слушать. Рассказывать об этом нельзя, нужно слушать. Keenmaal als du gehst dem letzten Wege, wenn Himmeln bleien verstellen bläue Tege, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abbeugt und unser Trott mir seinen Tor, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abbeugt und unser Trott mir seinen Tor. Palmenland bis Weidenland von Schnee. Wir seien da mit unser Pein, mit unser Weh. Und wenn gefallen ist Spritz von unser Blut, wird noch sprotzt von unser Geburt, unser Mut. Und wenn gefallen ist Spritz von unser Blut,
wird noch gesprotzt an unser Geburt, unser Mut. Geschrieben ist das Lied mit Bluten, nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Sommervogel auf der Frei. Nos hat der Volk gewinnt. Das Lied gesungen mit ner Gannes in die Hand. Nos hat der Volk zwischen Fallen die gewinnt. Das Lied gesungen mit ner Gannes in die Hand. Кончил песню. Опять несколько секунд, полная тишина. А потом люди просто с ума сошли. Плакали, кричали. Взрыв эмоций был. Невероятный. Говорил, никогда не слышал такого, никогда не было такого such a response. Так? Так что он ответил Сталину даже лично в этом концерте. Вот какой человек. Geschrieben ist das Lied mit Bluten, nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Sommervogel auf der Frei. Nos hat der Volk gewinnt. Das Lied gesungen mit ner Gannes in die Hand. Nos hat der Volk zwischen Fallen die gewinnt. Das Lied gesungen mit ner Gannes in die Hand.